Всем. Это мы сегодня на Карельском перешейке с вами встретились случайно. Лунный ландшафт в эфире. Вот ходим тут, копаем. Очень интересная вещь нашлась. Жалко, ее в свое время кто-то порезал, но... Оп. Сейчас она подсохла, уже не так видно. Это у нас клише, по-моему, так называется. Там всякие газеты, листовки печатать. У нас тут фотография. Вот. Финны толпой стоят. Знак тяжелой артиллерии. О, так лучше видно. Потом надо будет смочить, лучше будет видно. Оп, оп, оп. Вот буквально сразу рядышком вылез и погонный знак финский, тяжелая артиллерия. Только подсогнутый, но ничего, он один усик даже на месте. Вот такой прикол. Вот такое коруто цинкованное вытащил с помойки. Корыца. Ничего, еще даже сохранчик-то. Вот такая вот фляжечка нашлась. Финская. В весе была. Подзамята маленько, конечно. Ну, такая вот фляжка. Прикольная находка тоже. На обитых местах-то, выбитых. Оп. Да, рядом железная. Железная — это немецкая фляга на Первую мировую. Но сохран у нее уже, увы, не торт. О, попалась наша минометная мина 50-миллиметровая. Вот такая уже пустая лежала в помоечке. Такая вот мина. Так, сейчас еще у нас прикольная вещица. Крышка от шведского котелка. Такая даже в красочке. Нержавейка. Нержавеечки. Видите, какая. Но ручка стальная, конечно. Сейчас всем, кто занимается или решил заняться поиском, лунный ландшафт рекомендует надежный и проверенный магазин у Деда Мити. Огромный ассортимент товара, фирменная продукция, официальная гарантия, акции, конкурсы и система трейд-ин. Особые скидки для поисковых отрядов. Для зрителей же канала Лунный ландшафт есть возможность получить скидку или приятный бонус, просто назвав промокод Лунный ландшафт. Специальная ссылочка прямо под видео. А для тех, кто любит ходить за покупками пешком, есть отличный офлайн-магазин в Подольске. Магазин у Деда Мити. Лунный ландшафт рекомендую. Ложечка еще вот такая вот, уставшая. Так, сейчас дальше. Автомобильная тема. Так, это вот то, что да. Что показывает? Ничего. Сырок. Сырок? Фашистский. Ну.
Колесико у нас тут, скорее всего, немецкое. Такого-то автомобиля легкового. Скорее всего. И от него же поворотник, он же Винкер. Такой вот, уже третий в этом году нахожу. В этом году что-то на Винкера прет. Ну, и все они разные. Так, склад. Так, у нас тут пятачка. Интересные находки. Фляжечка советская. Такая в красочке, но просто грязненькая очень. Форма на месте, все. Даже цепочка. Ну, цепочка, правда, ржавая. Так, хорошая фляжка. Это магазин у нас к автомату ППС. Магазинчик. Так, и гильзы тут попадаются даже до сих пор. 45 миллиметров. Наши противотанковые. Целых 2 штуки. И 3-дюймовочка с выкрученным капсулем. Клейма-то. Ну, клейма заграничные какие-то. Так, хрен увидишь. Буква С есть точно. Супер гильза. Ой, помойки, такую печальную вещь нашел. Ой. Это у нас редкий был штык советский Кабакова-Комарицкого. Ой, такой с намушником. Но он еще в то время был сломан. Ну и сохран тут, конечно, фантастиш. Вот. Тазик тут вон. И он сиденье какое-то, не знаю, какое-то сиденье от зенитки. Такое вот. Мощное. Копаем сейчас на финском рембате опять. Тут железо. Тут куча всякого железа. Тут что поплотнее. Что тут, в принципе, что-то только нет. Вот это снаряд и кирпичи. Всякие тормозные колодки. Ой, фордовские. Ну и мелочевка бывает какая-то проскакивает. Более родная. Смотрите, еще один штык Мосина. Уже 3-й здесь. И снова калеченный. Загнут. Загнут и сломан. Так. Попался ножичек финский. Финочка. Пуко. Такой вот. И вот такой вот пуко. Огромный. Вот это финка. Ну и подковка. Подковка. Коробочка Алка. В общем, как-то так. Копали 2 мешка всякого металла. Так. Ну и что-то еще было. Он еще один нашелся пуко. Уже 3-й. Ну этот поломанный. Вот. И что тут еще? Вот такая шильда попалась от автомобиля. Прикольная. Oldsmobile. 5,7 тонн. Какой-то, видимо, мощный был грузовичок. Красивая шильда. Вот такая вот. Табличка. Значит, табличка у нас чего говорит? Вот смотрите, Oldsmobile. Это же марка у нас
американская. Входила в состав концерна General Motors. Это тоже фирма-то у нас американская, да? Но здесь надписи все, во-первых, не по-английски. Во-вторых, мы видим здесь General Motors Nordiska AB. Компания явно шведская. Это заводик в Швеции. И, видимо, судя по тому, что все надписи на финском, это экспорт в Финляндию. То есть это в Швеции филиал американского завода General Motors, где производили автомобили Oldsmobile, на экспорт в Финляндию. И вот здесь смотрим, написано снизу Руотси, это по-фински у нас Швеция, Тукхолма это у нас столица Швеции, собственно, какая там у нас столица Швеции. Столица Швеции у нас Стокгольм. Не думал, что по-фински Стокгольм и Швеция будет так не похоже на Стокгольм и Швецию. Ну да ладно. Значит, что у нас здесь есть? Вот у нас марка самого автомобиля 157D. В принципе, поискал по 37-8 годам. Что-то вот нашел, что это может быть примерно по тоннажу за автомобиль, но как бы со стопроцентной уверенностью сложно сказать, но вот что-то примерно типа этого. Или типа этого. Да, значит, вес у нас вот видно почти 6 тонн, 5700. И ну и все, тут номер мотора у нас идет и номер шасси 199. Вот. Ну, ладненько, будем собираться, в общем. Так что, всем спасибо, кто был с нами. Ставьте лайк, обязательно пишите огненные комменты. Подписывайтесь, кто не подписался. И жмакайте колокольчик. Все, на этом все. До новых встреч. Всем покедова.